тихой деревне, утопленной в зелени гор и лесов, где течение времени казалось замедленным, обитал народ хафлингов Ндьюэ, уставший от несправедливости и беспорядка, царивших в их краях. Владыка, засевший в своем отдаленном замке, лишь иногда обращал внимание на их нужды. Но в один прекрасный день в деревню явился скитающийся бард, чьи сказания проникали в самые глубины души. Он рассказывал о бесчисленных местах, о бескрайних пустынях Джада, о удивительных народах гнолов, ловких и обаятельных харимари. Наиболее пленительной была история о далеком месте, где не звучали королевские указы и диктаты вождей, где каждый человек был равен и сам выбирал свой путь. Он рассказал о республике, где каждый голос находил свое отражение, каждое мнение уважалось, и справедливость была не просто словом, но и живой реальностью. Эта история затронула сердца жителей деревни. Они осознали, что будущее находится в их собственных руках, а не в капризах тиранов. Возмущенные равнодушием и произволом вождя, люди объединились, чтобы выразить свое недовольство. Под руководством мудрого старейшины и силой единства жители деревни начали борьбу против королевского управления. Они учредили собственный совет избранных представителей, которые принимали решения относительно общих дел. Местные ремесленники вооружились, чтобы защитить свои права и свободу. Когда весть о восстании достигла замка короля, он попытался подавить его своей армией, но все было тщетно. Деревенские защитники, побуждаемые страстью к свободе и справедливости, отражали атаки королевских сил с необыкновенной храбростью. В конце концов, деревенские повстанцы одержали победу. Король был свергнут, его замок захвачен, а его власть рассеялась, как пыль перед ветром. На его месте воссела новая власть – крестьянская республика. Жители стали и гражданами этой новой независимой державы, где каждому было гарантировано право на свободу и справедливость. Граждане дали имя своему новому дому – Маранакави, что в переводе с диалекта Ндьюэ означает «новый дом». После кровопролитной войны наступили первые республиканские выборы, в результате которых победу одержал Андрианари Каствалкер, который и был тем самым бардом, принесший идеи о равенстве и братстве на эти земли. Вступив в должность мэра, он получил бедную, изнеможденную голодом и войной страну, окруженную врагами, стремящимися захватить новые территории. Первым делом мэр собрал всех влиятельных представителей сословий и заключил с ними взаимовыгодные договора, направленные на укрепление экономики страны. Следующим шагом было укрепление влияния на международной арене через заключение новых оборонительных союзов республикой Арнасинамай и королевством Ананитлтра на юге, а также королевством Райфа и республикой Сисинибохи на севере. Однако мирное время не затянулось, и соседнее королевство Бандикизы объявило войну соседнему королевству Хасакилли. Каствалкер осознавал, что это лишь вопрос времени, когда Бандикизы обратят свое внимание на Маранакави. Подгадав момент и собрав всех возможных воинов и опытных вояк, мэр объявил войну. А южные союзники с королевства Ананилтра предали республику и отказались помогать. Несмотря на это, войска Маранакави выступили в поход, однако было слишком поздно, и армия Хасакели была уже полностью уничтожена. Тем не менее, спустя многие годы борьбы война была завершена, и демократия успешно распространилась. Правда, местные жители долго не могли понять разницы между республикой и королевством, ведь и там, и здесь правитель царил всю жизнь. Однако храбрые хранители республиканских заветов быстро показали разницу между зловещими монархическими клинками и мягкими и добрыми республиканскими стандартами, после чего вопросов больше не возникало. Одним из величайших достижений за время правления Андрианари было активное поддержание культурной жизни местных бардов, благодаря чему в городе Онкилимаппо наступил настоящий золотой век хафлинской культуры и поэзии. Со временем этот феномен распространился по всей стране. В 1469 году завершилась эпоха гордого отца-основателя республики Маранакави, и началась новая эра. Он пробыл у власти 25 лет и выиграл все выборы со стопроцентной поддержкой. Это был настоящий чудесный пример демократии. После смерти Адрианари были проведены выборы, в результате которых лотереей был избран Соло Стонкарвер. В отличие от своего предшественника, он отличался своеобразным характером и даже фанатизмом. Его мечта не ограничивалась лишь построением страны, где хафлинги могли бы жить в мире и гармонии. Он желал распространить эту идею на весь остров. Таким образом, на следующий день после коронации он собрал войска и отправился к границе королевства Тибокбо. Его целью было освободить братьев хафлингов от тиранов, королей и дворян. Стонкарвер решил рискнуть, оставив столицу без защиты, чтобы оперативно разобраться с врагами на юго-востоке и впоследствии сразиться с ними в столице. Битва за столицу разразилась как вспышка молнии в темном небе. Утро началось мирно, но скоро стали раздаваться звуки тревоги, и в воздухе повисло напряжение, которое невозможно было не заметить. Восходящее солнце освещало поле битвы, на котором стояли стены столицы, напоминая огромного дракона, готового укусить любого, кто осмелится приблизиться.
Шумные топоты коней и грозные клинки воинов наполнили воздух, когда войско под командованием мэра Солостон-Карвера выступило против армии королевства Тибокбо. Гордые флаги с изображением герба Марнакави развивались на ветру, поднимая боевой дух воинов, готовых отдать жизнь за свободу и независимость своей страны. Натянутыми луками и блестящими мечами армия Тибокбо наступала, сопровождаемая громкими боевыми кличами. Но стены столицы стояли непоколебимо, словно неприступная крепость, готовая отразить любую атаку. Под ливнем стрел и грохотом боевых молотов войска врага неустанно штурмовали стены. Огненные стрелы высекали из воздуха, сокрушая любого, кто осмелится подойти ближе. Но мэр Стон-Карвер не знал страха. Он стоял на передовой во главе своих отважных воинов, готовый вступить в бой и сразиться до последней капли крови. Столица не собиралась сдаваться без борьбы. Его стены были защищены храбрыми защитниками, готовыми отдать свои жизни. Мощными каменными метательными машинами и высокими башнями армия Марнакави обороняла свои стены с огненным рвением. Но в самый критический момент, когда уже казалось, что победа находится за пределами их досягаемости, из гарнизона пришло подкрепление. На горизонте появились ряд воинов, прибывших на помощь своим братьям. Это было решающее мгновение, которое изменило ход битвы. Однако, когда столица встретила пришедших разгневанным населением, требующим окончания войны, мэр лишь усмехнулся, произнеся: «Что нам до этих крестьян?» Его глаза горели страстью и решимостью, несмотря на возмущение окружающих. После первой победы армии вражеских союзников были обнаружены и полностью уничтожены, а затем и вся страна сдалась на милость победителя. В результате этой войны земли Марнакави были расширены еще на 4 новых провинции на севере и одну на юге. В 1474 году ко двору мэра прибыл маленький, даже по меркам хафлингов, торговец. Он рассказал о множестве заморских земель, где еще не знают о демократии, где можно найти множество богатств. Не задумываясь, Соло согласился организовать экспедицию и отправить первых переселенцев в новые земли. Однако мэр не остановился на этом и начал войну с прежними союзниками, предавшими нас при Адрианаре. Солостон-Карвер был убежден, и королям нельзя доверять. И пока весь остров не объединится под единым флагом, нельзя останавливаться. Во время очередной войны второй мэр республики героически скончался прямо на поле боя. А пока военные командиры вели боевые действия, в столице уже состоялись новые выборы, в ходе которых победил ученик Солостон-Карвера Адрианаджа Фоамрайдер. Он продолжил дело своего наставника, учел ошибки учителя, и первым своим указом он реформировал армию, сделав упор на дисциплину и уровень подготовки войск. Однако перед новым мэром стояла более важная проблема – Северная война. Оставшаяся от Стон-Карвера затянулась, а революционно настроенные граждане недавно включенных земель подняли мятеж и брали город за городом, успешно продвигаясь в сторону столицы. Адрианаджика понимал, что не может себе позволить разделить армию на два фронта, поэтому, боясь за собственную безопасность, он отдал приказ немедленно покинуть Северный фронт, бросив его на немногочисленные союзные подразделения и как можно скорее подавить мятеж. В итоге мятеж был раздавлен, а война закончилась. Держава росла и крепчала, но мирное время не могло длиться вечно. Из-за постоянных войн казна страны опустела, а долговые обязательства перед гильдией купцов росли в геометрической прогрессии, что привело к угрозе захвата власти влиятельными торгашами. Однако на помощь республике пришли авантюристы и священники, которые помогли урегулировать назревавшую гражданскую войну. За это Фоамрайдер оказал значительную поддержку местным святыням. Одним из главных достижений третьего мэра было смягчение политики по отношению к местному населению в колониях. От полного их уничтожения Адрианаджака отказался, посчитав более уместное и логичное налаживание с туземцами торговых отношений. Для этого были дарованы хартии вольности купцам на заселение колоний, на послание миссионеров-священников, благодаря чему аборигены стали более покладистыми и спокойными. Это позволило сэкономить множество монет на содержание гарнизонов в колониях. После небольшого затишья армия республики продолжила свой марш на восток и север. В ходе этих войн были освобождены королевство Михитараб и часть земель королевства Афакаюземби, что полностью обезопасило восточное направление. Однако время неумолимо шло вперед, и история третьего мэра подошла к концу. На его место пришел Андрианджафи Хулмейкер, которому пришлось заканчивать начатое его предшественником войну. После успешной военной кампании Адрианджафи решил сконцентрироваться на внутренней политике страны. В эпоху его правления активно росла торговля, расширялись города и закладывались новые корабли, которые уже совсем скоро пригодились. 2 Сирена 1505 года мэр Хулмейкер решил полностью закрыть вопрос северных земель, отправив на северный рубеж острова военные силы численностью 23 тысячи хафлингов и спустив с якоря 23 линейных каравелл. Параллельно с наземной операцией по освобождению города Тибуку шли ожесточенные морские баталии за контроль над Сайкономским проливом.
В результате этих сражений республика Маранакави не просто одержала ошеломительные победы, но и в очередной раз доказала эффективность их вооруженных сил. 12 Эсмария 1506 года под давлением влиятельных сословий купцов мэру пришлось пойти на уступки и провозгласить верховенство советов, в который входило множество купеческих семей из всей республики. Закончив северную кампанию, великий мэр сразу же отдал приказ генералам готовить план для освобождения хафлинского народа Южного острова от тирании местного дворянства. Но не этим мэр Адриан Джаффи вошел в анналы истории, а налаживанием процессов колонизации заморских земель, что знаменовало эпоху колониализма. Маранакави прошло через множество кровавых войн, восстаний и событий, однако спустя сотню лет мечта маленьких людей о свободе, равенстве и братстве и демократии наконец-таки была исполнена. На каждом клочке земли от северных гор и до южных островов везде веяли красно-желтые флаги, ознаменовавшие победу маленького и гордого народа. 12 Среброгляда 1527 года великий мэр Адриан Джаффи Хулмейкер провозгласил рождение новой объединенной страны Пахваноси, что на местном диалекте означало «летние острова».